Глава 2336. Родовая драконья кровь. Благоухающий аромат немедленно хлынул из раны в безумии, проникая в каждый угол площади в мгновение ика. Вдыхая этот аромат, все были поражены чувством комфорта и бодрости. Последний предмет аукциона, кажется, спиртное лекарство. Одна и та же мысль пришла всем в голову, и они немедленно сосредоточили свое внимание на платформе. В отличие от сокровищ и искусства культивирования, духовные лекарства были универсально полезны, и это духовное лекарство было зарезервировано для последнего, так что это должно было быть что-то действительно невероятное. Ху Юйшуан сунул в рану тонкую руку, прежде чем вытащить серебряную чашу размером с ладонь, которая была источником ароматного аромата. Я уверен, что многим из вас должно быть очень любопытно, что здесь. Без дальнейших церемоний позвольте мне показать вам наш последний предмет аукциона, сказал Ху Юйшуан с улыбкой, прежде чем бросить чашу вперед, и она зависла в воздухе перед ней, когда она бросила к ней цепочку заклинательных печатей. Ослепительный духовный свет вырвался из чаши, и она внезапно стала прозрачной на вид, открывая тем самым свое содержимое. В чаше была какая-то прозрачная жидкость, внутри которой плавал мерцающий золотой дракон с 5 когтями. Золотой дракон был всего лишь несколько дюймов в длину, но каждый коготь, чешуя и деталь на его теле были хорошо видны. Он был полностью идентичен легендарному истинному духу небесного дракона. Это потомок небесного дракона. Вы все сошли с ума. Ты захватил потомка небесного дракона для своего аукциона. Если бы истинные духи драконьей расы спустились в наше царство духов из-за этого вопроса, континент Тянь-Юань, нет, все царство духов было бы обречено. Это не повод для смеха. Я помню, что слышал о прямых потомках небесных драконов, которые были украдены в других царствах раньше. Все меньшие царства были полностью уничтожены расой драконов, в то время как большие были сильно разрушены местью драконов. После короткого мгновения ошеломленной тишины вся площадь взорвалась безумием, и многие присутствующие вскочили на ноги, с ужасом оценивая миниатюрного золотого дракона в чаше. Существа сцены Великого Вознесения в летающих кабинах тоже были ошеломлены, увидев это, но по какой-то причине все они молчали. Ситуация начала выходить из-под контроля, и Ху Юйшуан слегка нахмурил брови, увидев это. Как раз в этот момент один из старейшин торговой гильдии, сидевший в углу каменной платформы, внезапно открыл глаза. Молчать. Его голос был не очень громким, но каким-то образом отчетливо слышен всем присутствующим, и все, кто слышал его голос, чувствовали себя так, словно им на голову вылили ведро холодной воды, тем самым мгновенно успокоив. Только тогда они вспомнили, что все еще находятся на территории торговой гильдии с несколькими великими существами стадии Вознесения, наблюдающими за ситуацией. Все присутствующие немедленно сели обратно с застенчивым выражением лица, и суматоха быстро утихла. Что здесь происходит, товарищ Дасистзя? Я уверен, что ваша торговая гильдия не сделала бы такой глупости, как похищение потомка небесного дракона. Как вы объясните этого золотого дракона? Не говорите мне, что это не имеет никакого отношения к небесным драконам. Мы все можем ясно чувствовать истинную драконью ауру, которую он выпускает, сказала женщина великой стадии Вознесения, являющаяся из расы небесного призыва. Верно, это чрезвычайно важное дело, и ваша торговая гильдия обязана нам всем объяснить. Вмешался еще один великий вознесенский этап. Выражение лица Ху Юйшуан слегка изменилось, услышав это, и она уже собиралась что-то сказать, когда худощавый старейшина торговой гильдии поднял руку, чтобы остановить ее. Что нам нужно объяснять? Взгляните поближе на этого так называемого потомка небесного дракона, и вы поймете, что происходит. После этого старец закрыл глаза и больше ничего не объяснил. Таким образом, все присутствующие в зале снова обратили свое внимание на миниатюрного золотого дракона в чаше, изучая его как своими глазами, так и своим духовным чувством. Глаза Хань Ли также слегка сузились, когда в его зрачках вспыхнул намек на синий свет. Затем на его лице появился намек на удивление, когда он точно определил, что это был за золотой дракон. Помимо Хань Ли, было также несколько других великих существ в стадии Вознесения со способностями духовного глаза и другими секретными техниками, которые позволили им понять природу золотых драконов, и несколько криков удивления раздались почти в унисон. Этот золотой дракон образован предметом духа. Это просто невероятно. Как он мог обладать такой сильной истинной драконьей аурой? ТСК, я также определил, что это проявление предмета духа, но я не могу сказать, каким должно быть его истинное тело. Кто-нибудь уже понял это? Действительно, предмет духа, который может проявить небесного дракона, определенно является экстраординарным предметом. Между летающими кабинами немедленно завязалась оживленная дискуссия. «Кажется, мне удалось кое-что определить, но я не уверен, что это его истинная форма», сказал Хань Ли, задумчиво поглаживая свой подбородок. «Продолжай и расскажи нам, что ты видел, товарищ Даос», настаивала великая сцена Вознесения. Несмотря на то, что Хань Ли ранее заполучил внутреннюю страницу золотого нефритового тома, он все еще не раскрыл расу, которой принадлежал.
Однако теперь он заявлял, что определил истинную форму золотого дракона в чаше, чего не смог достичь ни один другой присутствующий на великой стадии Вознесения, и это, естественно, привлекло много внимания. «Если я не ошибаюсь, истинная форма этого золотого дракона — капля крови духа», — сказал Ханли. «Что? Капля крови духа? Но это невозможно. Как могла капля крови духа принять форму небесного дракона? Может быть, это капля истинной крови небесного дракона? Этого не может быть. Я видел истинную кровь небесного дракона в прошлом, и это определенно было не так». Слова Ханли немедленно вызвали новый виток оживленной дискуссии. Что же касается чужеземных существ на площади внизу, то они тоже разговаривали между собой с озадаченными выражениями. Намек на удивление промелькнул в глазах Ху Юйшуана, когда он услышал вердикт Ханли, и изменение выражения ее лица, естественно, не ускользнуло от внимания Ханли. Слабая улыбка появилась на его лице, когда он сказал: «Почему мы все играем в эту игру в угадайку, когда мы могли бы просто попросить товарища даосиста Ху сказать нам ответ?» Это правда, этот предмет аукциона представлен торговой гильдией, поэтому они должны знать, что это такое. Товарищ Даос Ху, перестаньте тратить время и объясните нам, что это за последний предмет аукциона. Я бы не осмелилась тратить время на всех, просто мне даже не дали шанса объяснить, сказала Ху Юйшуан с кривой улыбкой, когда она сделала жалкое выражение лица. Хе-хе, теперь, когда я думаю об этом, мы действительно были слишком нетерпеливы. Теперь можешь идти и говорить. Да, старший. Старший из предыдущих прав, истинная форма этого небесного дракона действительно всего лишь капля духовной крови, сказала Ху Юйшуан, когда яркий белый свет внезапно вырвался из ее руки, после чего она положила ладонь на чашу перед собой. Жидкость в чаше слегка встряхнулась, и ароматный аромат, который она испускала, сразу же стал примерно вдвое сильнее. В то же самое время миниатюрный золотой дракон свернулся в клубок, прежде чем образовать каплю золотой жидкости. Капля жидкости медленно вращалась на месте, испуская металлический блеск, представляя собой таинственное зрелище. Может быть, это действительно капля истинной крови небесного дракона? Спросил кто-то. Конечно, нет. Наша торговая гильдия Хэлянь в прошлом выставляла на аукцион истинную кровь небесного дракона, и это явно другое дело, ответил Ху Юйшуан. Тогда что же это такое? Я не знаю. Все, что мы знаем, это то, что это капля эссенции крови, но она отличается от эссенции крови всех других известных могущественных существ. На самом деле, позвольте мне перефразировать это, ни одно из могущественных существ, о которых мы знаем, даже не может сравниться с владельцем этой капли эссенции крови, сказал Ху Юйшуан. Это включает даже истинных духов небесных драконов? Спросил кто-то ошеломленным голосом. Конечно, это так. По правде говоря, мы провели серию тщательных исследований этой капли духовной крови, и, если отбросить все остальное, энергия, содержащаяся в этой капле эссенции крови, более чем на 100 типов мощнее, чем та, что должна быть найдена в капле истинной крови небесного дракона той же массы. Я уверен, что все вы знаете, что это влечет за собой, сказал Ху Юйшуан с серьезным выражением лица. Более чем в 100 раз мощнее. Это невозможно. Ты хочешь сказать, что обладатель этой духовной крови более чем в 100 раз могущественнее небесного дракона? Тут же воскликнул кто-то, услышав это. «Даже если это не так, это определенно недалеко от истины», ответил Ху Юйшуан. Что-то, что более чем в 100 раз сильнее небесного дракона, определенно не является живым существом из нашего царства. Может ли это быть могущественное существование из более высокого царства? Удивленно спросил Небесный Зов. Она, естественно, имела в виду истинное царство бессмертных. Так это капля крови истинного бессмертного. Но это не объясняет ауру небесного дракона, которую он выпускает, размышлял другой великий этап Вознесения. Неужели вы все забыли, что истинные драконы существуют и в истинном царстве бессмертных? Спросил Ху Юйшуан. Ты имеешь в виду древних драконов истинного бессмертного царства? Может быть, это капля драконьей крови предков? Воскликнул кто-то еще. Мы не можем проверить это, но мастеры оценки нашей гильдии действительно придерживаются такого мнения, и это также одна из причин, почему наша гильдия не осмеливается оставить этот предмет и решила вместо этого выставить его на аукцион, объяснил Ху Юйшуан. Глава 2337. Ограбление сокровищ. Вы сказали, что это только одна причина, а как насчет других, спрашивают о великом этапе вознесения расы паденщиков. Другая причина заключается в том, что, хотя эта капля крови духа явно является экстраординарным предметом, наша торговая гильдия все еще не смогла найти хороший способ использовать ее. Все, что мы знаем, это то, что вода, в которой кровь была пропитана в течение некоторого времени, может стать духовной жидкостью, которая может регенерировать магическую силу, но нет никакого способа извлечь страшную силу, содержащуюся в эссенции крови, и мы не можем найти никакого способа очистить ее, объяснил Ху Юйшуан.
Эта кровь духа не может быть очищена. Хехе, эта родовая драконья кровь определенно имеет много экстраординарных применений. Если бы ее можно было легко очистить, то наша гильдия не выставляла бы ее на аукцион. Однако многие из присутствующих здесь даосов чрезвычайно могущественные существа, так что только потому, что наша гильдия не в состоянии что-то сделать, это не значит, что то же самое относится и ко всем вам. Если вы действительно можете очистить эту духовную кровь, возможно, для вас даже не будет невозможным напрямую подняться в истинное бессмертное царство. Конечно, если вы не уверены в своей способности найти метод очищения, то было бы лучше не участвовать в торгах, ответил Ху Юйшуан. Даже если это не наследственная драконья кровь предков, тот факт, что она содержит такую страшную энергию, означает, что она определенно принадлежала невообразимо могущественному существу. Я полон решимости забрать ее себе. Спокойным голосом объявило существо великой ступени Вознесения. Ха-ха, ты не можешь просто решить это для себя, все остальные должны сначала согласиться. Младший Ху, иди вперед и начинай торги, усмехнулось еще одно существо великой ступени Вознесения. Никто из других серебряных кают ничего не сказал, но напряженная аура в воздухе ясно указывала на то, что все они также были искушены золотой кровью духа. Что же касается участников этапа интеграции тела и пространственной закалки на площади внизу, то они все смотрели на каплю эссенции крови широко раскрытыми глазами. Не было никакого способа, которым они могли бы получить такой невероятный предмет, но просто возможность увидеть его стоила поездки сюда. Базовая цена за эту духовную кровь — 1 миллиард духовных камней. Пусть будут торги. Пожалуйста, подождите минутку. У меня, кажется, есть какие-то воспоминания об этом предмете, но я не могу точно вспомнить, что это такое. Смогу ли я рассмотреть его вблизи? Раздался мужской голос, вслед за которым на площади поднялся человек в черном с обычной внешностью. Ты узнаешь эту кровь духа, товарищ Даос? Выражение лица Ху Юйшуана сразу же немного изменилось, когда он услышал это. Все остальные тоже обратили свое внимание на человека в черном с удивленным выражением лица, и даже 4 старейшин торговой гильдии открыли глаза, чтобы увидеть, что он хочет сказать. Эта кровь духа выпускает вспышку пятицветного света раз в 24 часа? Спросил человек в черном. Ху Юйшуан довольно скептически отнеслась к заявлениям этого человека, но на ее лице сразу же появился намек на восторг, когда она услышала это. «Откуда ты это знаешь?» Вместо того, чтобы ответить на вопрос, человек в черном ответил двусмысленно. «Мне придется исследовать кровь духа, чтобы убедиться, что я не ошибся в ее идентификации». Ху Юйшуан на мгновение заколебался, прежде чем повернуться к 4 старейшинам торговой гильдии. «Как вы думаете, уважаемые старейшины?» «А ты как думаешь, брат Мин?» — спросил худой пожилой человек, глядя в небо. «Если он хочет взглянуть, пусть посмотрит». Хехе, с 5 из нас здесь, это не похоже на то, что великий младший этап Вознесения, как он может что-то сделать, ответил Мин Цзун из Золотого дворца наверху. В таком случае пригласите его на платформу, чтобы он осмотрел кровь духа, но прямое прикосновение к крови духа запрещено, осторожно проинструктировал худощавый пожилой человек. Я понимаю. Теперь вы можете подняться на платформу, товарищ Даос, подсказал Ху Юйшуан. Таким образом, все внимание, естественно, переключилось на человека в черном. Он уже пробирался к каменной платформе и через несколько мгновений оказался рядом с Ху Юйшуаном, прежде чем тщательно осмотреть чашу перед собой. Я почти могу подтвердить, что это за спиртовая кровь, но в качестве последней проверки смогу ли я извлечь немного спиртовой жидкости из чаши, прежде чем вынести окончательный вердикт? Спросил человек в черном. Ху Юйшуан слегка нахмурилась, услышав это, но в конце концов все же кивнула в знак согласия. Хорошо, но вы не можете извлечь слишком много. Будьте уверены, товарищ Даос, я не переступлю своих границ. Пожалуйста, снимите для меня это ограничение, сказал человек в черном с улыбкой. Ху Юйшуан дал утвердительный ответ, прежде чем сделать ручную печать, а затем протянул ладонь к чаше. Световой барьер над чашей мгновенно рассеялся с глухим стуком. Человек шагнул вперед, прежде чем указать пальцем на чашу, и она слегка вздрогнула, прежде чем маленький шарик спиртовой жидкости поднялся из чаши. Сердце Ху Юйшуана слегка успокоилось, когда он увидел, как мало было извлечено спиртовой жидкости. Однако как раз в тот момент, когда она почувствовала себя в безопасности, мужчина в черном небрежно протянул руку вперед, как будто собирался поймать шарик спиртовой жидкости. Духовный свет вспыхнул между пальцами Ху Юйшуан, когда она приготовилась снова активировать ограничение над чашей. Однако именно в этот момент выражение лица худого пожилого человека резко изменилось, и он взревел: «Что, по-твоему, ты делаешь?» Говоря это, он взмахнул рукавом, и его, казалось бы, обычная рука внезапно превратилась в массивную синюю ладонь, которая молнией обрушилась на человека в черном. Выражение лица Ху Юйшуан резко изменилось, когда она увидела это, и она поспешно указала пальцем на чашу, но было уже слишком поздно.
Человек в черном хихикнул, полностью игнорируя опускающуюся гигантскую ладонь, и серебристый свет вспыхнул под ним, прежде чем мгновенно устремиться в определенном направлении. Серебристый свет мелькнул мимо, и чаша внезапно исчезла вместе со своим содержимым. Однако именно в этот момент появилась и гигантская синяя рука, послав неизбежный взрыв огромной силы, обрушившийся на человека в черном. Внезапно над одетым в черное человеком вспыхнули пространственные колебания, и появилась серая тень, которая тут же подняла руку, посылая гигантскую малиновую ладонь прямо вверх. Две массивные ладони столкнулись на фоне оглушительного грохота, вызвавшего мощные ударные волны, которые отправили 3 женщин с тарелками и Ху Юйшуана в полет с каменной платформы. Никто не ожидал, что кто-то попытается ограбить его во время этого аукциона, и даже Хань Ли был несколько ошарашен тем, что увидел. Худой пожилой человек с разъяренным выражением лица сделал ручную печать, и лазурный хрустальный шар вылетел из его тела вместе с маленьким серебряным молотом. Хрустальный шар поднялся в воздух, прежде чем вращаться на месте, выпуская лазурный световой барьер вниз, чтобы охватить всю каменную платформу. Что же касается серебряного молота, то он был пойман старейшиной, прежде чем раздулся примерно до 10 футов в размере с дугами серебряных молний, вспыхивающих на его поверхности. «Кто вы такой и что дает вам смелость совершить такое наглое ограбление?» Холодным голосом спросил худой пожилой мужчина. Несмотря на то, что кровь духа была украдена, он, казалось, не слишком паниковал. И человек в черной мантии, и серая тень уже проявили великую силу сцены Вознесения, так что они определенно не могли быть просто парой ничтожеств. Остальные 3 старейшин торговой гильдии также поднялись на ноги, прежде чем выпустить свои собственные защитные сокровища, окружив человека в черной мантии и серую тень со всех сторон. Небесная музыка, звучавшая наверху, резко оборвалась, и пятицветное облако расступилось, выпустив бесчисленных охранников в доспехах, которые мгновенно заполнили воздух над всей площадью. В то же время рядом с площадью начала появляться серия образований, полностью ограничивающих окружающую территорию. В этот момент духовный свет вокруг серой тени померк, и он оказался невысоким пожилым человеком в сером одеянии с длинной бородой. «Вы получили нужный предмет? Не позволяйте им обмануть вас подделкой», предупредил невысокий пожилой мужчина. «Хе-хе, ты не доверяешь моим способностям. Это определенно настоящая родовая драконья кровь. Иначе я бы не ударил здесь», усмехнулся в ответ человек в черном. «Хорошо. Похоже, мы не зря проделали весь этот путь и потратили столько сил», с довольным видом ответил старик. Они болтали друг с другом, совершенно не обращая внимания на 4 старейшин торговой гильдии. Худощавый пожилой мужчина был в ярости, увидев это, но не сразу набросился на него. Вместо этого он сказал холодным голосом: «Вы оба не можете уйти сейчас. Если вы вернете кровь духа сейчас, мы можем рассматривать ваши действия как результат импульсивного прилива крови к голове и назначить вам более легкое наказание. В противном случае не вините нас за то, что мы собираемся сделать». Ха-ха, вернуть кровь духа? Как ты думаешь, почему мы вдвоем потратили столько усилий, чтобы спланировать это ограбление? Мы ни за что не вернем товар, усмехнулся человек в черном с намеком на насмешку в глазах. Хватит болтать, пошли отсюда, нетерпеливо поторопил его невысокий пожилой человек. Не волнуйся, они все равно не смогут нас остановить, небрежно сказал человек в черном, но все же протянул руку, чтобы достать темно-зеленую пластину формирования, которую тут же бросил вперед. Духовный свет вспыхнул внутри формации, после чего появился зеленый саженец, и в мгновение эйка саженец вырос в массивное дерево. При виде этого гигантского дерева зрачки Хань Ли тут же сузились. Глава 2338. Тяжелое обещание. Вперед! Тут же закричал худощавый старик, увидев это, затем высоко поднял свой гигантский серебряный молот, прежде чем злобно швырнуть его в центр каменной платформы. Раздался грохочущий грохот, и толстая серебряная молния метнулась вниз к гигантскому зеленому дереву сверху. Он знал, что их противники также были существами великой стадии Вознесения, поэтому он не сможет подчинить их в течение короткого времени. Поэтому он решил атаковать это массивное дерево. Он не знал, какой цели должно было служить это дерево, но уничтожить его было определенно правильно. Остальные 3 старейшин, естественно, тоже без колебаний бросились действовать. 7 или 8 сокровищ поднялись в воздух в унисон среди громкого жужжащего звука, затем объединились, образовав массивную гору, которая злобно обрушилась сверху. Еще до того, как гигантская гора действительно приземлилась, она выпустила бурю невидимых нитей, которые угрожали пробить бесчисленные дыры в 2 похитителях сокровищ вместе с каменной платформой под ними. Тем не менее, человек в черном внезапно исчез в гигантском дереве в мгновение эйка среди взрыва хриплого смеха. Что же касается невысокого пожилого человека, то он тоже влетел в массивное дерево, как полоска света. Серебряная молния ударила в дерево в мгновение эйка, и бесчисленные дуги молний вспыхнули над его поверхностью.
По воздуху поплыл запах гари, и дерево быстро превратилось в пепел, но дуэта, который должен был находиться внутри него, нигде не было видно. Они сбежали. Худой старик был ошеломлен, увидев это, как и все остальные старейшины торговой гильдии. Многие формирования были созданы в этом месте заранее, включая 5 или 6 ограничений на полеты, так что было невероятно, что эти двое сумели так легко телепортироваться. Не паникуй, это место похоже на неприступную крепость, эти двое никак не могли уйти. Держаться. Им удалось заполучить талисманы входа, доступные только старейшинам этой гильдии, и они прорвались через ограничения, чтобы сбежать. Мы должны остановить их. Этот голос принадлежал Мин Цзуну, и поначалу он был совершенно спокоен и собран, но внезапно он принял резкий оборот, когда Мин Цзун обнаружил что-то, используя свое духовное чувство. Сразу же после этого в воздухе появился шар золотого света, прежде чем исчезнуть вдалеке после нескольких вспышек. Выражение лиц старейшин слегка изменилось, когда они увидели это, и они также отправились в погоню, оставив участников аукциона обмениваться недоуменными взглядами друг с другом. Только тогда Ху Юйшуан вернулась на каменную платформу с бледным лицом, а затем заставила себя улыбнуться и предложила всем несколько слов утешения. Все существа сцены Великого Вознесения в летающих кабинах по-разному выражали свои лица, наблюдая за этим внезапным поворотом событий, но ни один из них не покинул место проведения аукциона. В конце концов, это, скорее всего, вызовет подозрение, что они были сообщниками Человека в черном или пытались воспользоваться этой ситуацией, чтобы причинить больше неприятностей. Несмотря на то, что они очень хотели заполучить кровь предков дракона, они могли отказаться от нее только из-за угрызений совести, которые они испытывали по отношению к торговой гильдии. Более того, судя по самоуверенности Человека в черном, скорее всего, преследовать их в любом случае будет не более чем бесполезной задачей. Все присутствующие на сцене Великого Вознесения существа были чрезвычайно коварными персонажами, поэтому они, естественно, не собирались делать что-то подобное с таким ужасным соотношением риска и вознаграждения. Как и ожидалось, существа стадии Великого Вознесения торговой гильдии вернулись вскоре после их ухода. Раздался слабый жужжащий звук, и на каменной платформе появилось образование белого света, после чего Мин Цзунь и 4 старейшин вышли с мрачными выражениями лиц. Их ауры совершенно не изменились, так что, скорее всего, 2 похитителям сокровищ удалось уйти. Ху Юйшуан поспешно подошла к ним 5, прежде чем сделать почтительный реверанс. Мин Цзун пренебрежительно махнул рукой в ее сторону и приказал: «Разошлите портреты этих двоих по всей торговой гильдии, обязательно выясните, кто они и где находятся в настоящее время, как можно скорее». «Да, я сейчас же все устрою», — поспешно ответила Ху Юйшуан, прежде чем немедленно сделать ручную печать, после чего она внезапно исчезла на месте. Тем временем Хань Ли сидел в своей летной кабине с задумчивым выражением лица. Внезапно он сделал хватательное движение, и темно-зеленый деревянный меч появился в его руке среди всплеска пространственных колебаний. Хань Ли держал меч горизонтально перед собой, затем задумчиво погладил 2 пальцами темно-зеленые узоры на лезвии. Увидев это, Кровавая душа и Джу Гаэр обменялись взглядами, но не посмели прервать его. «Возможно, у нас возникли проблемы с последним предметом аукциона, но мы все равно будем соблюдать прошлую конвенцию и представим, что место межконтинентальной телепортации является нашим специальным предметом аукциона. Я лично проведу этот сегмент аукциона», — спокойно сказал Мин Цзун. Его слова вызвали еще один переполох в зале, но никто не был по-настоящему удивлен, услышав это. Вообще говоря, аукцион всегда завершается после продажи наиболее ценных предметов. Тем не менее, это была характерная черта аукциона в торговой гильдии Хэлиан, чтобы сохранить межконтинентальные точки телепортации на последний срок, и это не было чем-то, что будет изменено без веской причины. Однако никогда менеджер торговой гильдии не принимал эту часть аукциона лично. Таким образом, несмотря на то, что большинство людей не имели намерения обеспечить себе место для телепортации, они все еще уделяли пристальное внимание процессу. Хань Ли тоже пришел в себя от своих мыслей и временно отбросил все, о чем думал. В отличие от родовой драконьей крови, подлинность которой он даже не мог проверить, для него было гораздо важнее обеспечить себе место для путешествий на другие континенты, чтобы как можно скорее воссоединиться с Наньгун Ван. Остальная часть аукциона прошла чрезвычайно гладко. Возможно, это было связано с тем, что все точки телепортации были перенесены на континент Кровавого Неба, но немногие люди стремились претендовать на них. Таким образом, Хань Ли смог обеспечить себе несколько мест по цене, которая была лишь немного выше базовой цены, и это, естественно, стало для него приятным сюрпризом. Сегодняшний аукцион заканчивается здесь, теперь вы можете покинуть это место. «Спасибо за ваше терпение», — сказал Мин Цзун с улыбкой, сложив кулак в салюте после того, как было продано последнее место телепортации. Многие из участников аукциона на площади все еще были совершенно сбиты с толку увиденным, но все они поспешно поднялись на ноги и ответили на приветствие Мин Цзуна. Таким образом, все они начали уходить с площади под руководством слуг торговой гильдии. Вскоре после этого в летающих кабинах остались только существа стадии Великого Вознесения.
Приношу свои извинения за то, что показываю вам нечто столь неловкое, товарищи даосы. Никогда еще из нашей торговой гильдии не крали аукционный предмет с момента ее основания. Если кто-нибудь поможет нам поймать этих двух воров, наша торговая гильдия обязательно щедро вознаградит вас. Мало того, что вы сможете сделать 3 запроса в нашу торговую гильдию, которая находится в пределах возможностей гильдии, вы также можете взять кровь предков дракона в качестве части вашей награды, спокойно заявил Мин Цзун. Вы это серьезно, товарищ Даос? Ты ведь не откажешься от своего слова. Все существа великой стадии Вознесения резко вздохнули, услышав это. Даже для существ их калибра награда, предложенная торговой гильдией Хелиан, была чрезвычайно заманчивой. Хе-хе, я бы не осмелился сказать, что наша гильдия самая могущественная сила в царстве духов, но она все еще довольно уважаемая и известная, так что мы не отступим от своего слова. Это предложение будет действовать до тех пор, пока эти двое не будут схвачены, и для нас не имеет значения, как это будет достигнуто, с улыбкой ответил Мин Цзун. Это все, что мне нужно было услышать, холодно усмехнулся поденщик, по-видимому, вполне уверенный в своей способности выследить этих двух воров. «Брат Мин, могу я спросить, удалось ли вам и остальным хоть мельком увидеть этих двоих, когда вы их преследовали? Ты знаешь, какой метод телепортации они использовали? Как они могли успешно телепортироваться, когда здесь установлено так много ограничений?» Осторожно спросил еще один великий этап Вознесения. 5 из нас уже преследовали их, но они заранее создали временное телепортационное формирование поблизости, так что они смогли телепортироваться. Мы не знаем, что они сделали с этим формированием, но ни один из наших патрулей не смог обнаружить его. Что касается метода, который они использовали, чтобы покинуть это пространство, это было то, что я никогда не видел раньше, поэтому я не могу предложить много понимания этого, ответил Мин Цзун, нахмурив брови. Спасибо за эту информацию, брат Мин, я знаю, что мне теперь нужно сделать, произнес Великий Вознесенский. После этого еще несколько существ великой стадии Вознесения задали несколько вопросов, касающихся крови предков дракона и человека в черном, но, к сожалению, Мин Цзун не смог дать никаких окончательных ответов. В этот момент некоторые из существ великой стадии Вознесения уже начали уходить, и Мин Цзун не выказывал намерения остановить их. Поехали. У нас нет времени искать этих двоих, давайте вернемся и подождем телепортации на континент Кровавого Неба. Думаю, нам не придется ждать слишком долго, сказал Ханли, поднимаясь на ноги. Душа крови и Чжу Гаэр, естественно, дали утвердительные ответы. Таким образом, несколько мгновений спустя они втроем покинули летающую камеру в шаре лазурного света, прежде чем направиться прямо к выходу из этого пространства. Вернувшись в павильон, где они остановились, Хань Ли дал несколько инструкций душе крови и Чжу Гаэру, прежде чем войти в его тайную комнату. Как только он сел, он перевернул руку, чтобы выпустить шар золотого света из своего браслета хранения, который превратился в мерцающую золотую страницу золотого нефритового тома, который он только что купил, прежде чем приземлиться в его руках. Глава 2339. Искусство происхождения утонченности органов. Как только страница была выпущена, она начала непрерывно жужжать и дрожать в его руках, как будто пыталась улететь изо всех сил. Слабая улыбка появилась на лице Ханли, и он просто потер руки, после чего жужжание немедленно утихло. Затем он зажал страницу между двумя пальцами и небрежно зашуршал ею. Бесчисленные золотые руны тут же в бешенстве хлынули со страницы, быстро образовав перед ним отрывок текста. Глаза Ханли слегка сузились, когда он начал внимательно осматривать проход. «Искусство происхождения утонченности органов», пробормотал он себе под нос, читая название заключенной способности. Затем выражение его лица слегка изменилось, как будто он внезапно понял, и он немедленно начал читать остальную часть текста. Время шло медленно, и в глазах Ханли постепенно появился намек на восторг. Прочитав весь отрывок, он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая мгновенно рассеяла отрывок текста. После этого он закрыл глаза и начал внимательно просматривать то, что только что прочитал. Много времени спустя он открыл глаза и усмехнулся про себя. Как интересно. Это очень редкое искусство культивирования специально для очищения своих органов. После овладения искусством культивирования, органы человека станут контейнерами магической силы, подобно дантяням, и это также может значительно увеличить магическую силу, а также проявить многие глубокие способности. Это искусство культивирования прекрасно работает в сочетании с мантрой очищения 100 меридианов. Они, скорее всего, происходят из тех же источников. Какое счастье, что мне удалось раздобыть 2 внутренние страницы золотого нефритового тома, содержащего бессмертные тайные техники того же происхождения, пробормотал себе под нос Ханли, но его брови слегка нахмурились, когда ему в голову пришла мысль. Согласно отрывку текста, это искусство культивирования имело чрезвычайно жесткие требования к физическому телу и меридианам.
Кроме того, огромное количество ци мирового происхождения должно было быть поглощено, чтобы использовать его, и скорость культивирования была абсурдно медленной. Уже культивировав мантру очищения 100 меридианов, физическое тело Хань Ли было достаточно мощным, чтобы удовлетворить первым критериям. Тем не менее, даже если бы он использовал таблетки, чтобы резко увеличить скорость культивирования, все равно потребовалось бы более 10 тысяч лет, чтобы достичь первоначального мастерства в этом искусстве культивирования. Хе-хе, Ху Юйшуан действительно не шутила, когда говорила, что это искусство культивирования займет больше времени, чем другие. Если бы на моем месте было нормальное существо стадии Великого Вознесения, то для достижения какого-либо существенного прогресса потребовалось бы минимум 50 тысяч лет напряженного культивирования. Истинные дьявольские искусства происхождения уже считались чрезвычайно трудными для культивирования, и он потратил на это огромное количество времени, но это было ничто по сравнению с этим искусством культивирования. Неудивительно, что торговая гильдия Хэлянь была готова продать такой обременительный предмет. Однако, согласно этому отрывку текста, даже достижение первоначального владения этим искусством культивирования приведет к удивительному увеличению своих сил, поэтому было бы жаль просто отказаться от него. На лице Хань Ли появилось нерешительное выражение, когда он взвешивал свои варианты. Эта бессмертная секретная техника была очень заманчива, но 10 тысяч лет определенно не были коротким сроком. Нужно было понять, что ему потребовалось всего лишь менее 3000 лет, чтобы достичь стадии интеграции тела от его основания как смертного. Таким образом, он, естественно, очень сомневался в том, чтобы практиковать вспомогательное искусство культивирования, которое заняло бы в 4-5 раз больше времени, чтобы овладеть. Внезапно Хань Ли почувствовал что-то своим духовным чувством, и в его глазах появился холодный взгляд, когда он закричал: «Кто там крадется?». Затем он махнул рукой в сторону двери своей тайной комнаты, и дверь немедленно распахнулась, открыв слабую гуманоидную фигуру. «Хе-хе, ты действительно очень бдителен, товарищ даосист Хань. Я только что прибыл сюда, используя секретную технику, а ты уже обнаружил мое присутствие». Расплывчатая фигура быстро прояснилась по мере того, как он говорил. Зрачки Хань Ли сразу же сузились, когда он узнал своего посетителя. «Вы очень смелы, что появились здесь, вместо того, чтобы попытаться сбежать. Вы не боитесь, что я задержу вас прямо здесь?» — сказал он холодным голосом. Гуманоидная фигура была никем иным, как человеком в черном, который, как предполагалось, уже ушел. На лице мужчины сейчас играла улыбка, но в глубине его глаз был намек на удивление, явно ошеломленный тем, что его так быстро обнаружили. «Если бы я мог уйти, я бы уже сделал это, а не пришел сюда, чтобы увидеть тебя, друг даосист Хань. Эта телепортационная формация была всего лишь дымовой завесой, которая телепортировала нас в другой угол подземного мира», усмехнулся человек в черной мантии, небрежно шагая в секретную комнату. Хань Ли был несколько удивлен, услышав это, но выражение его лица быстро вернулось к нормальному, когда он сказал: «Это довольно хитрый план. Неудивительно, что товарищ Даос Мин и другие были одурачены. Почему ты пришел сюда вместо того, чтобы попытаться сбежать? Вы специально пришли ко мне». «Верно, я пришел сюда, чтобы найти тебя», — кивнул человек в черном. «Мы когда-нибудь встречались?» — спросил Хань Ли, нахмурив брови. «Конечно, нет, это наша первая встреча», — немедленно ответил человек в черном. «В таком случае, зачем вы пришли к нему? Это звучит так, как будто вы не знакомы со мной. Не могли бы вы дать мне объяснение?» — спросил Хань Ли без всякого выражения. «Я слышал о тебе от кого-то другого». «Ты все еще помнишь Фан Паодзе, друг даосист Хань?» — неторопливо спросил человек в черном. Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это. «Ты знаешь товарища даосского Фаня?» «Я не просто знаю его, он один из моих лучших друзей. Иначе как бы я узнал о вас от него? Он восхищается вами и безмерно хвалит. Я думал, что он преувеличивает, но теперь, когда я встречаюсь с вами лично, я начинаю ему верить», — ответил человек в черном с улыбкой. «Вы слишком добры, товарищ Даос. Когда я встретил товарища даосского Фаня, вокруг никого не было, так что тот факт, что вы упомянули его, говорит мне, что вы действительно его друг. Пожалуйста, простите меня за любые проступки, которые я совершил», — сказал Хань Ли, когда выражение его лица немного смягчилось, и он пригласил человека в черном сесть. Было ясно, что после их первой встречи Фан Паодзе провел кое-какие исследования. «Ха-ха, этого и следовало ожидать. Я бы тоже насторожился, если бы ко мне подошел такой незнакомец», — с улыбкой сказал человек в черном, садясь на футон напротив Хань Ли. «Брат Хан, мне действительно нужна твоя помощь в одном деле. Надеюсь, ты выслушаешь мою просьбу», — продолжал мужчина в черной мантии, когда его улыбка исчезла. «Продолжайте», — спокойно предложил Хань Ли. «Из-за ограбления, которое я только что завершил, выходы из этого подземного мира и залы телепортации в этом районе будут чрезвычайно тщательно охраняться, так что я, скорее всего, не смогу покинуть это место в ближайшем будущем своей собственной силой.
Однако я слышал, что вы обеспечили себе несколько межконтинентальных телепортационных точек, и мне было интересно, не могли бы вы взять меня с собой во время вашей телепортации? Я обязательно щедро вознагражу вас за это, откровенно признался человек в черном. Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. Вы хотите использовать межконтинентальную телепортационную формацию? Верно, это единственный способ, который я могу придумать, который позволит мне выбраться из этого места в ближайшем будущем, ответил человек в черном с кривой улыбкой. Почему ты не придумал, как сбежать после ограбления? А где же твой спутник? Вы, кажется, вообще о нем не упоминали, сказал Ханли. Несчастный случай произошел с мерами побега, которые он установил, и он смог убежать, но теперь я застрял здесь без выхода, объяснил человек в черном с неловким выражением лица. Я вижу, такие вещи случаются время от времени. Сказав это, вы действительно создали настоящую драму, товарищ Даос. Торговая гильдия Хэлянь уже предлагает награду за вашу поимку, состоящую как из крови предков дракона, так и из 3 одолжений от торговой гильдии. Вы уже слышали об этом? Спросил Ханли. Конечно. Торговая гильдия, несомненно, щедра. Я почти соблазнился вручить себя за такую щедрую награду, усмехнулся в ответ человек в черной мантии, по-видимому, беззаботно. Независимо от того, почему торговая гильдия решила предложить такую экстравагантную награду, это отражение их решимости выследить вас. Я бы не возражал взять тебя с собой во время телепортации, но в этом мире нет абсолютных секретов. Что, если торговая гильдия узнает, что я сделал после этого события? У меня есть некоторая уверенность в своих силах, но я определенно не хочу делать сверхдержаву, такую как торговая гильдия Хэлиан, своим врагом. Кроме того, все, что я знаю о тебе, это то, что ты друг товарища даосского Фаня. Я не уверен, что хочу в это ввязываться, сказал Ханли, качая головой. Я вижу, вы обеспокоены потенциальными последствиями, которые могут возникнуть из-за этого. Будьте уверены, я могу поклясться внутренним демоном, что никогда никому не расскажу об этом, и как только все будет сказано и сделано, я вообще не буду задерживаться в царстве духов и немедленно вернусь к своей расе. Моя раса также возьмет на себя публичную ответственность за это дело, так что вы вообще не столкнетесь с какими-либо последствиями. Что касается моего происхождения, разве это уже недостаточно очевидно, учитывая, что я хороший друг Фан Паотзе? Сказал человек в черном со слабой улыбкой. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда ему вдруг пришла в голову одна мысль. «Ты настоящий дракон». «Да, пожалуйста, простите меня за то, что я не открыл вам этого раньше», подтвердил человек в черном. «Понятно, неудивительно, что ты пришел украсть родовую драконью кровь», пробормотал себе под нос Хань Ли со странным выражением. Услышав это, в глазах человека в черном появилась насмешка. «Родовая драконья кровь? Вы все еще верите, что это и есть предмет аукциона?» Глава 2340. Кошмарный дракон и Тянь Фэя. Ой, разве это не родовая драконья кровь? Услышав это, Хань Ли слегка запнулся. Это не только не родовая драконья кровь, это не имеет ничего общего с истинным родовым драконом, только люди вне расы драконов могут совершить такую ошибку. С другой стороны, это вполне объяснимая ошибка. Аура, испускаемая этой каплей крови, действительно является истинной аурой дракона, усмехнулся человек в черном. Похоже, вы знаете, что это такое. Не могли бы вы мне сказать? Спросил Ханли. Конечно. На самом деле, этот предмет полезен только расе драконов и совершенно бесполезен для всех остальных. Это правда, что это капля эссенции крови, но она принадлежит кошмарному дракону, а не древнему дракону, показал человек в черной мантии. Кошмарный дракон. Брови Ханли слегка нахмурились от недоумения. Он явно впервые слышал такое имя. Неудивительно, что вы не слышали о кошмарном драконе. В расе драконов не так уж много людей, которые знают о его существовании. Кошмарный дракон — это существование в истинном бессмертном царстве, которое не менее могущественно, чем уважаемый родовой дракон, но это патриарх дьявольских драконов, которые являются заклятыми врагами нас, истинных драконов. Эта кошмарная драконья кровь, скорее всего, произошла из истинного царства бессмертных, и это всего лишь одна капля из 8, объяснил человек в черном. Дефис 8. Неужели их так много? Хань Ли был совершенно ошеломлен, услышав это. Старейшины нашей расы смогли обнаружить это число с помощью специальных методов, используя свою силу родословной, и именно поэтому некоторые из моих братьев и я были посланы во все королевства, чтобы восстановить эти капли крови кошмарного дракона. Несмотря на то, что эта кровь содержит чрезвычайно огромную силу от самого дракона кошмара, она также пропитана хаотической силой, которая может быть только медленно очищена нами, истинными драконами, с течением времени. Если кто-то еще попытается очистить эту кровь силой, они не только не смогут получить доступ к энергии в ней, их магическая сила будет загрязнена, тем самым превратив их в проекционный клон кошмарного дракона.
Старейшины подозревают, что дракон Кошмара намеренно послал свою кровь в Нижние Царства для этой цели. Как заклятые враги дьявольских драконов, мы, естественно, не можем допустить, чтобы этот зловещий план осуществился, сказал человек в черном с серьезным выражением лица. В таком случае, эта кровь не только бесполезна для всех нас, но и чрезвычайно опасна. Сказав это, с его кошмарной драконьей кровью сила вашей расы будет значительно увеличена в ближайшем будущем. Возможно, некоторые из вас даже поднимутся в истинное бессмертное царство, задумчиво произнес Хань Ли. Человек в черном немедленно покачал головой в ответ. Очищение крови кошмарного дракона далеко не так просто, как ты думаешь, товарищ Даос. Кровь действительно наполнена необычайной силой, но хаотическая сила, содержащаяся в ней, будет очень долго искореняться, и во время этого процесса большая часть энергии в крови также будет потеряна. В конце концов, нам повезет, если кровь сохранит хотя бы 10% своей первоначальной силы. Кроме того, эта энергия только усилит магическую силу человека и сэкономит ему некоторое время на культивировании. Для истинных духовных существ вознесение в бесчисленное множество раз труднее, чем для других. Тем не менее, эта кровь может быть потреблена некоторыми младшими ниже стадии Великого Вознесения, и есть шанс, что она может помочь им преодолеть свое узкое место, чтобы стать истинными духами раньше, чем они это сделали бы в противном случае. В таком случае, ваша истинная раса драконов, скорее всего, скоро примет несколько новых истинных духов, сказал Хан Ли. Это действительно возможно, но произойдет ли это на самом деле, еще неизвестно. Все мы, истинные драконы, обладаем истинными духовными телами от рождения, так что даже если мы полагаемся только на постепенное накопление с течением времени, нам не так уж трудно стать истинными духами. Хорошо, я рассказал тебе все об этой ситуации. Ты уже решил, будешь ли помогать мне, брат Хан? Спросил человек в черном, казалось бы, небрежно. Вместо того, чтобы прямо ответить на этот вопрос, Хан Ли ответил в двусмысленной манере. Учитывая, что вы друг Фан Паотзе, и вы будете брать на себя всю ответственность публично за этот инцидент, у меня нет причин отказываться. Фан Паотзе уже дал вам приглашение на нашу обширную конференцию. С улыбкой спросил человек в черном. Вы имеете в виду вот это? Спросил Хан Ли, когда он перевернул руку, чтобы получить мерцающую серебряную чешую дракона. Совершенно верно. Если вы готовы помочь мне здесь, я могу заверить вас, что окажу вам некоторую незначительную помощь во время съезда, тем самым немного увеличив ваши шансы получить плод Даа, сказал человек в черном. Услышав это, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Получив это приглашение, я провел некоторые исследования об этом съезде даофруктов, но, к сожалению, немногие даосы из Царства Духов, кажется, знают об этом. Все, что они знают, это то, что приглашение на этот съезд, кажется, чрезвычайно трудно получить. Я также слышал, что этот плод Даа известен как плод Духа номер 1 во всех мирах, но я точно не знаю, что он может сделать. Хе-хе, даже во всех королевствах только 1000 человек были приглашены на съезд, проведенный на нашем острове драконов. Единственное условие для получения приглашения состоит в том, что человек должен обладать силой, близкой или превышающей силу среднего истинного духовного существа. Старший боевой брат Фан имеет чрезвычайно высокие стандарты, так что это действительно замечательно, что вы смогли получить его признание, брат Хан. Возможно, будет немного преувеличением сказать, что наш плод Даа — это духовный плод номер 1 во всех царствах, но я уверен, что большинство людей согласятся, что он определенно входит в первую тройку. В конце концов, те, кто потребляет этот фрукт, достигнут огромного духовного телосложения Даа в течение 10 тысяч лет, в течение которых их культивация и способность изучать и понимать искусство культивирования будут увеличены примерно в 8 раз, усмехнулся человек в черном. В 8 раз. Хань Ли был действительно ошеломлен, услышав это, и на его лице появилось недоверчивое выражение. Совершенно верно. Каждый человек может потреблять только один огромный плод Духа Даа в своей жизни. Потребление этого плода может временно позволить ему достичь легендарного огромного тела Духа Даа. Телосложение не поможет вам в бою, но оно невероятно полезно для культивации и овладения искусствами культивации, сказал человек в черной мантии с намеком на тоску в глазах. Если этот плод действительно обладает такими невероятными способностями, то не будет преувеличением сказать, что это плод Духа номер 1 во всех мирах. Тем не менее, похоже, что плоды будут чрезвычайно трудны для получения, даже если кто-то будет участвовать в этой конвенции. Как вы сможете помочь мне? Даже если ты сам настоящий дракон, я уверен, что тебе будет очень трудно переломить ситуацию в мою пользу, когда дело дойдет до получения такого драгоценного сокровища, спокойно сказал Хан Ли. Будьте уверены, брат Хан, мне уже поручили роль одного из 36 надзирателей конвента в этом издании. На первый взгляд, я не смогу вам помочь, но я могу передать вам некоторую информацию о других людях, а также некоторую другую неясную информацию, недоступную посторонним, ответил человек в черном. Это все. Услышав это, Хань Ли слегка нахмурил брови. Вы должны быть удовлетворены этим, товарищ Даос. Огромные плоды духовного Даа чрезвычайно ценны,
и все люди, присутствующие на съезде, будут могущественными существами. Вдобавок ко всему, прошлый послужной список съезда показывает, что только один из более чем 100 человек получит фрукт Даа, в то время как другие смогут попробовать только спиртовой сок, приготовленный из разбавленного фруктового сока Даа. Этот духовный сок также чрезвычайно ценен для таких культиваторов, как мы, но он совершенно не сравним с самим плодом Даа. Я бы уже сделал исключение, предоставив информацию, чтобы помочь вам. Возможно, моя помощь будет разницей между получением плода Даа и неспособностью сделать это, сказал человек в черном со слабой улыбкой. Ты прав, я был слишком жаден. В таком случае я согласен на эту сделку, решил Хань Ли после недолгого раздумья. Я знал, что ты согласишься, брат Хан. Я спрячусь здесь на несколько дней, а когда придет время, мы сможем вместе покинуть этот континент, сказал человек в черном в приподнятой манере. Это не проблема, но я купил только 3 места для телепортации. Как ты сможешь сопровождать меня во время телепортации, оставаясь незамеченным? Спросил Хан Ли. Будьте уверены, товарищ Даос, я разработал имитационную секретную технику, которая позволяет мне выдавать себя за соучастника, и есть хороший шанс, что я даже смогу обмануть истинного бессмертного с помощью этой секретной техники, уверенно ответил человек в черном. Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он услышал это. Хорошо, тогда не должно быть никаких проблем. Раз уж все решено, я больше не буду мешать вам, мне тоже нужно найти комнату для отдыха. Я безостановочно искал эту каплю крови кошмарного дракона последние несколько лет, и за это время я ни разу по-настоящему не спал, сказал человек в черном, поднимаясь на ноги, а затем удалился, отдав прощальный салют. Как раз в тот момент, когда человек в черном уходил, на лице Хань Ли появилось странное выражение, когда он сказал: «Я надеюсь увидеть тебя в твоем истинном облике в следующий раз, когда мы встретимся, товарищ Даос». Мужчина в черном слегка напрягся, услышав это, после чего внезапно раздался звонкий женский смех. Значит, вы уже разгадали мою маскировку. В таком случае в следующий раз, когда мы встретимся, я предстану перед вами в своем истинном облике. Кстати, меня зовут Тянь Фэйер, не забывай об этом. Сразу же после этого она в мгновение ока исчезла из тайной комнаты. Тянь Фэйер. Она, скорее всего, довольно важная фигура в расе драконов, пробормотал себе под нос Хань Ли с задумчивым выражением лица. 4 дня спустя Хань Ли медитировал в потайной комнате, когда в комнату влетела вспышка малинового пламени, прежде чем упасть в его руки. Затем из пламени раздался спокойный голос Минь Цзуна: «Товарищ Дасист Хань, телепортационная формация готова».